Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вторая часть обзора. Давайте рассмотрим инструменты, по которым возникло больше всего вопросов. Начнем с евро-доллара. Так, если мы берем месячный таймфрейм по евро-доллару, здесь на самом деле ничего такого страшного не происходит. Все движение, вся игра идет в консолидационном диапазоне. Нижняя граница консолидационного диапазона 1,16, верхняя граница 1,23. Поэтому, если считать, что движение в 0,05 пунктов по евро-доллару это ничего страшного, то по сути мы сейчас находимся вот здесь, в этой консолидации, в этом диапазоне, опять же с точки зрения старшего таймфрейма месячного. Так, если мы переходим к недельке, то по недельке у нас здесь такая страшная штука нарисовалась, голова и плечи. Соответственно, вот эта модель, она реализуется снижением. И цель движения здесь находится в районе 1,1250. Вот такие вещи, если недельку рассматривать, то по идее в ближайшее время евро должен очень сильно к доллару скорректироваться. Но опять же, из месячного таймфрейма такое движение совершенно не следует. Так, друзья, если мы переходим к дневному таймфрейму, будем сокращать дистанцию и смотреть, что происходит в зависимости от этого. По дневочке у нас отскок, который очень болезненно от этого уровня происходил, никак не могла здесь валютная пара определиться, в какую сторону ей идти. Сейчас на текущий момент этот коррекционный отскок на рост евро, он пока не закончился. И если ориентироваться на евро, то в том случае, если будет удержан 1,1815, вот этот уровень, который здесь проходит, то нас ждет сначала отскок к цели 19.54 и в идеале движение в район 1,1215. Это то, что касается дневного таймфрейма. Поскольку здесь как бы происходит очень много и очень витиеватых и запутанных движений, все-таки, скажем так, это самая главная валютная пара нашего мира, по крайней мере на текущий момент. С моей точки зрения, лучше здесь ориентироваться на более короткие таймфреймы, в частности 4-часовик. 4-часовик сейчас указывает на то, что если будет удержание выше уровня 1,1820, то нас отсюда ждет рост евро. Первая цель движения 1,1868, и потом весьма возможно, если здесь будет закрепление, переписывание вот этого хая. Все-таки, если здесь 18.20 будет пробито, то нас ждет повторное тестирование уровня 1,1790. Так, друзья, далее вот засыпали вопросами по акции Robinhood. Ну, она только разместилась, и уже как бы волшебный рост почти в 3 раза, в 2,5. Ну, такое бывает в наше непростое время. Но смотрите, здесь как бы говорить о каких-то рациональных доводах в пользу ее роста или снижения, я думаю, это достаточно сложно, и вы прекрасно это понимаете. Что касается текущей ситуации, надо четко понимать, что эту компанию могут задрать куда угодно. Потому что, по сути, эта компания – это воплощение действующей финансовой системы, которая основана на печатании денег. Да, и в основе компании лежит очень благородная идея дать всем людям заработать и свободный доступ. Но надо четко понимать, что фондовый рынок изначально это то место, которое создавалось для того, чтобы было проще получить к развитию, к капитализации и к выходу из бизнеса. По мере того, как шло развитие, выяснилось, что для того, чтобы рынок существовал, на нем должны происходить сделки. Для того, чтобы, допустим, человек, который организует предприятие, он мог получить сначала дешевое, более или менее приемлемое финансирование, потом привлечь инвесторов, потом, если необходимо и дело идет успешно, избавиться от своих акций, продав их на бирже. Все это дело развивалось, оказалось, что для этих процессов поддержания нужна ликвидность, то есть чтобы там происходили сделки. Таким образом и возник и развился современный фондовый рынок. На текущий момент, с учетом того, что наступила новая реальность, когда деньги перестали быть инструментом сохранения накопленного богатства, они окончательно стали тем, что называется смазкой в экономике, которую печатают и заливают. Надо четко понимать, что здесь нужны новые, скажем так, точки измерения
сохранения и накопления богатств. Потому что, как вы видите, в последнее время, особенно по факту развития корона-кризиса, произошло изменение в восприятии денег, потому что они, по сути, уже утрачивают функцию сохранения заработанного и накопленного. То есть здесь речь идет о том, что надо постоянно куда-то во что-то скакать, менять и так далее. И только в этой ситуации можно успешно сохранить и приумножить. Вот как раз компания Robinhood, она является квинтэссенцией, воплощением, во-первых, этой идеи, во-вторых, самого термина акции, так называемые мемо-акции, мемо-стоки, мемо-шея. Вот, соответственно, куда ее двинуть, здесь варианты могут быть абсолютно любые, потому что, по сути, эта компания, это тень или призрак ФРС, который печатает деньги. Вот, она вот стала таким воплощением, таким альтер-эго современной финансовой политики и ФРС. Вот. Судя по часовому таймфрейму, вот этот импульс, который отсюда пошел, он еще не закончился. На самом деле здесь идет мощнейшее движение толпы, потому что это воплощение термина мемо-сток, мемо-шея. Вот. Сколько вот этот безумный рост продлится, сказать сложно, до каких высот дойдет, тоже сложно сказать. Могу только вот с определенной уверенностью констатировать, что если здесь будет пробит уровень 50, то скорее всего все это волшебное движение, оно уйдет назад на 35-40. Потому что вот здесь по моим прикидкам, по моим ощущениям находится незримый уровень, пробитие которого эту акцию просто сокрушит. Так, друзья, далее Сбербанк. Давайте посмотрим недельный таймфрейм. Здесь у нас, судя по всему, невзирая на то, что происходит с нефтью, идет заход капитала в Сбербанк, в российский рынок. Ну, соответственно, Сбербанк это и есть российский рынок, ключевая фишка. Здесь вот первая цель движения, на которой все это может завершиться, вся эта прелесть, теперь уже это 313-314. Об этом уровне я говорил ранее. Если вот здесь происходит закрепление, все-таки, несмотря на текущую ситуацию с нефтью, то отсюда ждет импульс, цель которого потестить 320, пробить и уйти наверх. Так, друзья, но если дневной таймфрейм брать по Сберу, то здесь пока еще этот импульс себя не выработал, хотя действительно ситуация по нефти, она несколько настораживает. И здесь на текущий момент 307,5 выступает некой реперной точкой, пробитие которого ломает вот этот растущий тренд и переводит Сбербанк консолидироваться в диапазон, сначала в районе 303, а потом, возможно, даже и пониже. Так, ну и вот часовой таймфрейм. Здесь наметился коррекционный откат по Сбербанку, но опять же этот коррекционный откат, если 307,5 этот диапазон будет удержан, то этот коррекционный откат выкупается и идет движение, цель которого 313-314, а потом переписывание хая. Так, друзья, далее Русгидро, по ней масса вопросов. Это наша самая зеленая фишка, она более зеленая, чем Сбербанк. Вот, давайте здесь возьмем часовой таймфрейм. Исходя из часового таймфрейма, у нас по Русгидро сейчас еще идет движение наверх, оно пока не закончилось. Критерий того, что это движение растущее завершилось, это коррекционный откат и пробитие уровня 81.50-81. Вот если этот уровень здесь у нас пойдет, этот диапазон, тогда действительно можно будет говорить о том, что, хотя здесь на подходе уже нарисовалось, кто-то увидит двойную вершину, кто-то голову и плечи, которые вот-вот распрямятся и, соответственно, уведут Росгидро на значение 79.45. Так, друзья, далее Газпром. С Газпромом ситуация достаточно, с моей точки зрения, понятна. Импульс движения роста себя еще не исчерпал. Здесь, если рассматривать локально, это часовой таймфрейм. У Газпрома проходит уровень, который установился в результате вчерашней, позавчерашней торговой сессии. Этот уровень 285-283,5. Вот этот диапазон. Соответственно, все откаты, которые будут, если они этот диапазон не пробивают, здесь будет завершаться все выкупом и дальнейшим движением наверх. Цель пробить 300, закрепиться и сходить на 356. Если здесь возникнет пробой, цель отката будет 272, 270
другой бронеуровень, уже более сильный для Газпрома. Но все сейчас указывает на то, что здесь либо проторговка, либо движение наверх. Так, друзья, далее ВТБ по дневному таймфрейму. Здесь локально движение наверх. Первая цель выполнена. Вопрос заключается в том, будет или не будет здесь закрепление и удержание уровня 48,50, ну 4,85 копейки. Если этот уровень будет удержан, здесь не возникает его пробития и закрепления, то нас ждет следующий этап, следующий виток движения роста ВТБ. Цель этого роста находится вот здесь 5,14 копейки. Блин, вот с этими измерениями они, конечно, запутывают очень сильно. Если закрепляется и здесь, то следующий цикл движения проходит на 5,5 копейки. Какая идея движения роста ВТБ? Ну, то, что ВТБ растет в последний момент после того, как все остальное выросло. Поэтому здесь на самом деле, сейчас, если уж так по правилам смотреть, должны задрать Сбер, потом Газпром, потом Норникель, а потом уже основательно взяться за ВТБ, Лукойл, Татнефть, ну а потом уже будет начало октября, и там посмотрим, к чему это все приведет. Опять же, обращаю внимание, есть ключевые уровни, если они пробиваются, то сценарий меняется и все переходит в откат. Так, друзья, далее Лукойл. По Лукойлу были вопросы, давно его не рассматривал. Смотрите, вот у Лукойла уровень 6150. Пока этот уровень не пробит, его будут накапливать, выкупать и пытаться гнать наверх. Цель движения, ну в идеале переписать 7000. Да, сейчас просела нефть, и такое движение кажется маловероятным. Действительно, по нефти тренд выдохся, вполне возможно будет консолидация или дальнейшая просадка. Но здесь есть такой момент, что перед тем, как рынки перейдут в штопор, нужен последний задерг, последний виток. Соответственно, на фоне ожидания подобного может произойти движение вверх по российскому рынку. Но здесь не нужно фанатично следовать, что вот он там обязательно вырастет или обязательно упадет. Нужно смотреть по факту, что происходит, исходя из этого принимать решение. По факту здесь уровень 6150, который, если пробивается, то роста не будет, и возникает коррекционный или уже не коррекционный откат, а обвал, цель которого движения будет 5850. Так, друзья, ну в общем-то все, основные активы, основные акции. Если остались какие-то вопросы, то пишите, мы их обязательно разберем и обсудим. Успешных торгов!